Алексей Николаевич, А? только отработали, отсняли мукбанг. Он теперь молотит апельсин. Будешь апельсинку? Нет, спасибо, я не могу больше ничего есть. Ты покушал острый. Пакимчи. По-кимчи объедение, боже, как это вкусно. Да? Лук дешевый, надо еще сделать, да? Так любим. По-кимчи. И свежий, и ферментированный, все вкусно, да? Отсняли мукбанг, я теперь отдыхаю, жду, когда Алексей... Что-то такое бардачина у нас тут, шмотки покидали. Доест апельсин. Жду, когда Алексей доест апельсин, приберет кухню, и будет мой выход. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Короче, время 22:23. Я вон там за Алексеем, если вы видите, напекла коржей из слоеного теста. И... Коржи какие-то. А? А что у тебя не коржи? Почему не коржи? Это вроде не... А? Коржи. А Ну, что, вздулись? откуда я знаю? Тесто слоеное. Я их примну. Что ты переживаешь? Вот, снимаю для вас очередной рецепт. Что-то как-то у нас график сдвинулся, да? Просыпаемся мы около 12, пока раскачаемся. Там один мукбанг, потом дураковаляние обязательно в программе. Караоке пение. А? Спокойной ночи, Миша. Сладких снов. Сладких снов. Сладких снов, Мишушка. Караоке пение, в общем, у детей на тренировке хождения, на велосипеде катание. Да, Вот. классный вечер, Миш. Да. А потом, после 7, я только начинаю готовить ингредиенты для нового рецепта. А если рецепт подразумевает еще выпекание коржей и необходимость подождать, чтобы они остыли полностью, то рецепт вот затягивается до 10:30. Сейчас я еще подожду, когда Алексей все это приберет. И дай бог к 11 продолжу. Вот, до часу, наверное, буду заниматься рецептом. Потом все уберу на пропитку в холодильник. И завтра с утра будет у нас опять мукбанг. Ну, как с утра? Как проснемся, да, Алексей? Ну да, с утра. Да, с утра. Как-то сдвинулся у нас график, да, Алексей? Не знаю, имеет ли смысл обратно сдвигать его. А так вроде бы кажется, что целый день заняты, да? До поздней ночи, да? Нет, надо. Надо вот этот вот промежуток времени, когда дураковаляние начинается, тогда уже начинать работать надо. Короче, сейчас так получается. Сейчас. На себя направила, пока отдыхаю, немножко с вами пообщаюсь. Короче, сейчас так получается, что мы, приехав из России, снимаем в каждодневном режиме эти рецепты новые, потому что надо выкладывать, заполнять текущие недели, да, рецептами, плюс еще запас я хочу. Я всегда привыкла, чтобы у меня был хотя бы 2-недельный запас этих новых рецептов. А сейчас у меня, получается, нет совершенно запаса. И в последнее время Алексей работал. Сейчас я сделала, да, немножко запас, Леш? У тебя сейчас в запасе 2 рецепта, да? Один точно есть. Ну как один точно? Тигр и шапка. Тогда уже 2. И вот сейчас 3 я снимаю. Сейчас я вот сейчас только смогла сделать запас. Как приехала с 4, с 3 декабря, никак не могла сделать запас. То у нас дела какие-то, то у нас посиделки, гулянки, пьянки и так далее. То куда-то там мы ехали, куда-то что-то... с машиной занимались. В общем, никак я не могла сделать запасы. И Алексей работал в таком режиме, что вот завтра у нас видео выходит, а сегодня он до утра сидит, монтирует видео. Вот в таком режиме работал бедный Алексей. Вот. Но сейчас он работает в таком же режиме, потому что уже привык тянуть время до последней минуты. Как-то так, друзья. А я сейчас немножко отдохну, немножко уляжется то, что мы на мукбанге смолотили.
Алексей за это время приберется. И потом я пойду снимать рецепт, а Алексей пойдет монтировать видео. Такие у нас дела. Кстати, на момент съемки у нас сегодня воскресенье. Воскресенье, день рождения у тебя. Завтра, иншаллах, как говорят турки, мы поедем за своей машинкой. Сегодня позвонил друг Ирай, сказал, что помимо двигателя, который нам починили за бешеные бабки, помимо этого еще там с радиатором проблемы. Вот, я уже тут такая расстроилась, думала, все, опять попадание на бабки. Но Алексей говорит, что радиатор, он даже новый, ну вот под замену, если его в России новый радиатор порядка 1000 рублей стоит. Может быть, цены повысились, но он не сильно прям дорогой. Это не вот что тебе 150 тысячный новый двигатель. Ну, новый двигатель, поэтому мы не стали ставить, нам починили наш старый двигатель. Вот, теперь с радиатором проблемы, теперь радиатор надо будет поменять. И, в общем, надеемся, что завтра это все быстренько мастера сделают с утречка, и к обеду мы уже поедем за нашей машинкой. Еще планы громадье. Если, иншаллах, завтра нас пригласят к обеду за машинкой, то, соответственно, рецепты я снимать завтра не планирую, а планируем мы посетить метро. В Мерсине есть метро, Cash and Carry. Поедем в метро. Погуляем, декорации новогодние поприкупляем, да, какие-нибудь продукты на Новый год купим. Да, да. Вот, в общем, надо сделать закуп новогодний. Мы еще на момент съемки... Сегодня 19 или 20, Леш? 19. На момент съемки 19 декабря мы еще ничего на Новый год не покупали, за исключением того, что привезли из России. Там сырокопченую колбаску, там сыр с плесенью Алексей покупал. Ты сыр с плесенью в России или в Украине брал? На Украине, да? Вот. Ну, в общем, за исключением вот этих продуктов, которые мы привезли из России и Украины, у нас на Новый год нет ничего. Это что коробки считают? Грязные, чистые? Они там где-то овощи мылись, где-то там грибы лежали. В общем, их так без мыла сполоснуть можно просто. Без воды. Ну, с водой, без фейри. Кстати, знаете, что я вам хотела сказать? У нас настолько чистоплотная... Блин, рука болит. У нас настолько чистоплотная наша подруга Сардинч. Вот она, я заметила, после тарелки или какие-то чашки, где лежали у нее там нарезанные овощи, просто вот она готовит какое-то блюдо, нарезанные овощи лежали, или там, я не знаю, ну вот из-под таких вещей, как овощи, фрукты, которые без масла, ну, без жира, да, я обычно... Алексей тоже моет с фейри. Я обычно с фейри не мою. Я просто споласкиваю при помощи там водой, тряпкой споласкиваю эти тарелки и не считаю их особо загрязненными, чтобы помещать их в посудомоечную машину или мыть с фейри. А наша подруга Сардинич всегда моет с фейри. Алексей тоже моет. Зачем ты с фейри моешь? Я всегда говорю, просто ополосни. Тряпка просто в фейри. Тряпка, говорит, была в фейри. Вот, просто ополаскиваем мы. Ну, лежала там картошка. Ну что, она там прям мега сильно загрязнила чашку, что ли? Удалили этот крахмал при помощи воды. И все. Я не мою с фейри. Напишите в комментариях, кто после. Ложку облизывать и класть обратно. Кто-то рассказывал там. Облизывать Пришел ложку? в гости, да, там покушали, ложку облизали и положили обратно. Не, ну это же слюни, а это же не слюни. Не. Всех разные. Видишь, какой чувствительность грязи. Ложку облизал, уже чистота. Нет. Ложку облизывать нельзя. Алексей говорит, у кого-то, говорит, в гостях были, они, говорит, ложку облизнули и положили, говорит, в шкаф. Нет. Это я кого-то читал там, какой был этот жизненный опыт. Читал, говорит, жизненный опыт. Нет, так делать нельзя, но вот после, например, помыла я картошку, да, налила в чашку воду. Полежала эта картошка до тех пор, пока не отправилась в казан с жаркое. Вот. Воду я вылила. Ну что эту чашку намывать с фейри? Я ее споласкиваю просто под водой и убираю, вытираю и убираю в шкаф. Как-то так.
Напишите в комментариях, кто так же делает, а кто все-таки намывает, начищает, а еще куда лучше в посудомойку отправляет. Интересно, сколько таких мега чистоплотных, как наша подруга Сардинч. Это хорошее качество, с одной стороны, но с другой стороны, это лишнее. Мое мнение. День вода стала теплее. Не за целый день вода стала теплее, а вот часок где-то солнышко нагрело его. А? К ночи? Не-не-не, часок солнышко у нас было, и уже вода теплая идет. Ты, кстати, не смотрел Шафбен? Ты должен был посмотреть. Я смотрел, но не нашел. Не нашел? Да, я смотрел в каком-то другом хостоваре, в этом, в Кочташе не было. А, понятно. Ну, как-то так, друзья, Мне кажется, пообщались с Рэйду вами. встречи из интернета даже как-то кажется. Так надо поставить задачу ему, надо сказать тогда, что это же не обычный Шафбен. Если обычный Шафбен, он тебе найдет и тут же закажет. Дело вообще легкое, простое. 2 пальца об асфальт, да. А это же не обычный Шафбен, который мы хотим. Мы хотим, короче, на кран, я вам говорила уже. В раковину на кухне, на кран повесить Шафбен, чтобы, когда Гюнеш не может нагреть воду, чтобы была все-таки у нас теплая вода в кране. Вот. В душе у нас обычный Шафбен висит, а здесь мы хотим, Алексей сказал, что есть еще более такой лайтовый мини Шафбенчик, который вешается прямо на кран. Вот хочу такой. Такие дела у нас. Не выключается. Нормальные герои всегда идут в обход. Идем на тренировку. Здесь корпус не очень большой. На этаже квартир сколько будет? 4, наверное, максимум. Даже не знаю. Мы идем на тренировку детей. Обходим здесь, как всегда. Надеемся, что скоро вот этот столб, во-первых, деревянный эту берут. Дорогу здесь сделают. Перекресток нормальный. Потому что вот эти корпуса тоже, к ним должен быть адекватный подъезд, подход. А пока что его нет. Вот. Да, Михаил? Ну, мы уже привыкли тут вот ходить. Здесь в меру грязно. Когда летом здесь пыльно, а сейчас тут ничего. Пыль вся прибилась. Эта вот грязь, она к ботинкам не прилипает. Песок. Дошел 2 раза, ногами стукнул. Все отскочило. Ладно, папа, выключай. Да. Выключаем. Над горами такие облака, прям такие, смотри, прям серые. А у нас вроде тут разветрилось все. Там так такие волны, кстати, на море. Сейчас придем в Эрдемле. Специально к морю пройдем. Поснимаем, какие там тоже волнишки. Проезд в автобусе подорожал. Вот даже появилось объявление соответствующее. С детей школьники в оранжи 3,50, а со взрослых 4,50. Итого мы платим 11,50. Мы едем на тренировку. Ой, успеваем. Специально в Эрдемле пошли к берегу. Вам море поснимать, какое сегодня. Прям здесь видно, что волна огромная. Волна обалденная вообще. Еще рыбаки пытаются ловить рыбу. Папа, мы куда ходим? Круто, да, Михаил? Это волна. Покупаться, да, сейчас здесь? Класс. А вон там вон беленькие, это, наверное, чайки сидят на воде. Ну, сейчас гадали, а это оказались чайки. Класс. Но когда до такой степени вода доходит, Кстати, сильно взбаламутила воду. Смотри, какая темная тоже, да? Да, Что, пойдем на тренировку, а то времени уже много. давайте. Ешь не надо. Классно. На тренировке детей еще какие-то мужчины в спортивных костюмах с надписью «Турция» на спине. Не знаю, что это означает. Но здесь занимается девочка, даже несколько, у которых на кимоно нашит флаг турецкий. Возможно, что это
имеет какое-то пересечение. Кого-то, может быть, пригласят в какие-то юношеские и так далее формы. Зашел в огромный хозтоварный магазин. Здесь столько посуды всякой. Какие-то есть шурупчики. Казаны вот эти мне понравились. Огромные такие. Большие. Но такой формы нестандартной. Стандартные кастрюли здесь есть тоже. Чашки, рюмки. Что здесь еще есть? Там в начале есть ручки-фломастеры в этой стороне. Даже игры какие-то есть настольные. Вверху шурупы есть, правда, то, что мне нужно, зачем я зашел сюда и не нашел. Я ищу. Столбики, ну, как назвать их, чопики деревянные, а лучше металлические. А здесь, ну, кое-какие есть шурупы вот на этой стене. А то, что нужно, найти не могу. И здесь очень много сверил, кстати, в разнобой, не наборами. Может быть, кому-то это понадобится. А так хозтоваров всяких разных полно. Подносы всякие, блюдца, рюмки, квадратные всякие есть. Что только нету здесь, короче. Большой магазин. То, что нужно, пока я не нашел. Да, ложки-вилки, вот они, куча висят. Вот эти коробки тоже ложки-вилки. Вот эти вообще какие-то церковные как будто штучки. Не знаю, что это. Наборы, смотри, какие. Такие, сякие, такие. И более такие современные. Попроще. И вот такие есть наборы. Вот такие наборы есть. Сковородки. Вот такие есть в разнобой под специи. Очень много. Фигурки вот есть. Немного, так сказать. А лампы керосиновые. Выделяли, где друзья наши купили. Вот они здесь продаются. 75 лир. Вон там маленькая, как у них. 68, кстати, побольше, которая. Ну, в общем, такой магазин. То, что нужно, правда, не купил, но много чего интересного. Есть какие-то иголки, всякие такие штучки тоже есть. Резинки вот это вот лежат. Для трусов, как говорится. И так далее. Здесь сверху пластилин. И словари вот есть англо-турецкие, турецко-английские. Пластилин, пластилин. Тапки, шлепки. Вот, открывашки для вина, кстати. Ладно, пойду я дальше, наверное. О, фольга алюминиевая, гляньте, какими огромными коробками. 30 лир стоит. Термометр мы хотели купить. Вот здесь полно, какие-то электронные есть, 50 лир. Простые по пятнашке, по десятке, по 38. Короче, вот они, целая куча здесь разных термометров. Надо купить, если нужно. Здесь вот в морозилке большая индейка продается, мороженое. Индия. Сколько стоит, правда, я сколько смотрю, пока что не нашел. Вот есть. Это КСТ написано. Короче, нет здесь. И здесь тоже разных названий много написано. Вот чтобы было написано хинди, я не вижу. Нет, я тоже не нахожу. Короче, вот она продается. Целиковая практически индейка. Вес ее, сейчас скажу, сколько написано должен быть. Ой, извините, рыбки. 4600 она весит. 4600. Ну, понятно, тяжелая. Вот, мороженое сакура есть.
Или можно и мороженое купить. Мороженое продают. Я еще хотел глянуть на эти на крабовые палочки. Крабовые палочки не встречаю. Много чего. Крабовых палочек пока в холодильниках не было. Я специально, собственно, зашел за крабовыми палочками. Сейчас еще раз поищу по названию Алхим. Наши соседи здесь по поводу цветов интересовались. Вот тут растет во все стороны. Не знаю, как называется этот цветок. Старается такой, лохматенький. Вот. Здесь вот нам Владимир говорил, где-то здесь пальма была. Видимо, вот этот вот кустик вот зелененький, небольшой. Еще она низко-низко сидит. Подрасти должна еще. Цветочки какие красивые. Еще они сажали авокадо, которые вырастили из косточки. Это край забора вот здесь. Я даже не знаю, кто из них авокадо. Вот какое-то деревце палочкой подвязано. Может быть, это оно. А вон там вот растут лимоны. Вон они на деревце, на маленьком. Дереву, ну, визуально, раз, два, года 3, наверное. По разветвлениям, если судить. Года 3-4. На нем уже лимончики висят. Раз, два, 3, 4, 5, 6 штук лимонов. Краем забора. Открывается легко. Тут какое-то еще дерево в листочках интересных. Вот опять похоже на лимон дерево. Да, там он лимон висит на нем, кстати, зелененький. И вон еще с лимоном дерево одно стоит. Хоть и красные цветочки на него свисают, но это отсюда сверху, это не его. Вот какая-то штука интересная, как будто пальма какая-то. Вот. А Миша там пытается побороться с дверями. Пойдем. Короче, зеленушки у нас во дворе много. Все это еще изо всех сил бушует, зеленеет. Дождик сейчас прошел вот очень сильный. И оно тут с удовольствием рвануло расти. А вот, кстати, вот еще деревья какие-то. Я даже не знаю, что это. Может, это авокадо? Нет, какие-то, хотя я не знаю, какие-то растут ягоды вот зелененькие какие-то, как будто. Если знаете, напишите в комментариях. Да, Миша подсказывает. Два одинаковых деревца вот стоит. Не знаем, что это такое. Здесь, видите, трубы еще сзади такие. Они, когда подрастут, все это закроют. Вот, а это вход в щитовую здесь у нас. Пойдем домой. Промокли, надо посушиться.